Итак, прорезаем небольшую полосочку. Молот у меня на самом деле большой. Я листья буду делать, ну, примерно вот такой ширины. Они у меня будут маленькими. Поэтому полосочку я сделаю небольшую, буквально, ну, вот так вот мне хватит. Для этого дерева я использовала, ну, примерно 1/3 часть листа фоамирана для всего дерева. Но лист фоамирана у меня большой, 60 на 70, поэтому листиков получилось очень много, 120 штук. Я там перепутала с цветами. На самом деле у меня 120 штучек листьев. Но сейчас я еще немножко добавлю, поэтому примерно рассчитывайте на половину листа, ну, может быть, чуть меньше листа большого иранского фоамирана. Далее все листья нам нужно будет отжать на молде. Сейчас, внимание, у нас молд большой, поэтому прикладываю фоамиран, грею его. И прежде чем отжимать на молде, всегда смотрите, чтобы полосочка была примерно на середине центральной прожилки, чтобы вы могли спокойно потом вырезать листья, чтобы не было здесь много, здесь ничего и невозможно вырезать листочек. Именно поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы полосочка всегда вот таким образом была на центре, ну, то есть на серединке, на центровой прожилке. Вот так. Поехали. Точно так же прикладываем к утюгу, греем и размещаем на середине, самое главное, по центровой прожилке. Если вы вырезаете полосочку под молд, то здесь, конечно, так мучиться не надо. А если вы хотите сэкономить фоамиран максимально, то обязательно нужно это учитывать. Далее вырезаем. Какие-то я делаю поменьше, какие-то побольше, какие-то листочки совсем будут маленькими. У яблони край круглый, самый острый, уголочек такой полукруглый. Следующий момент — это окрашивание. Берем губочку, пастель 232, наносим на губку и окрашиваем. Окрашиваем только сверху чуть-чуть. Нам главное выделить прожилки. И можно, ну, немножечко пройтись еще вот здесь по торцу. С обратной стороны тоже, совсем немножко, можно даже только до половины. Это нужно для того, чтобы определить тени, сделать где-то потемнее, где-то посветлее, чтобы листик был живым, а не окрашенным, чтобы было видно, что у него есть разные оттеночки. Поэтому я не так много наношу пастели, вот окрашиваю листья практически одним мазочком пастели. Вот таким образом. Обязательно проходимся по верху, по краю и так, чтобы были видны прожилочки. Далее нарезаем проволочку, пока заготовим. И точно так же нарезаем нашу тейп-ленту для того, чтобы далее обрабатывать листья. Ну, как ее резать, я уже показывала. Внимание! Прежде чем вклеивать проволоку в листья, обязательно нужно пройтись акриловым лаком. Иначе потом клей-пистолет очень плохо склеивает листья. Проходимся и оставляем небольшой кусочек, вот этот вот уголочек, не окрашенным. Там, где у нас лак, клей очень плохо склеивает. Именно поэтому проходимся заранее и оставляем место для склеивания. Вот тут чуть-чуть, буквально уголочек оставляем именно для клея. Буквально вот здесь.
Итак, берем листочек, далее берем проволоку и проволочку вот таким образом вставляем в дуло пистолета и набираем немножечко клея. Вот у нас клей набран. Угу. Далее вставляем вот сюда, в ту часть, которую мы акриловым лаком не окрашивали, и просто вклеиваем, убираем сразу остатки клея, вклеиваем нашу проволоку. Таким образом работаем со всеми листочками, набираем в пистолете, далее прикладываем и вклеиваем. Это очень удобный, быстрый способ работы с проволокой, если она нужного диаметра. И если очень тоненькие, маленькие листики. Все, зажали, лишнее убрали. И листик хорошо держится, и клея лишнего нет. Вот так красиво у нас получилось. Далее работаем с проволочкой, с тейп-лентой, простите. Берем тейп-ленту. Я люблю делать вот так на уголок и сразу подтягивать чуть ниже основного края, потому что нужно сделать так, чтобы тейп-лента немножко натянулась и закрепилась. Далее с силой натягиваю, обкручиваю у основания для того, чтобы перекрыть все неровности. Очень сильно закручиваю, опять же говорю, с силой, и прокручиваю полностью до конца. Вот так аккуратненько у нас все получается ровно. Далее обрабатываем все листочки наши таким же образом. И они тоже будут готовенькими к сборке и присоединению к нашему дереву. Все, здесь никакой сложности, я думаю, у вас не возникнет. Обрабатываем аккуратно, работа мелкая, да. Но если все делать по технологии, то есть немножечко с таким закрутом, нажимом, подтягивать, тогда все получится. Так, ну последний штрих, можно присоединить эти листочки прямо к нашему, к нашей веточке. Можно их отдельно к дереву, но это уже будет на сборке. Здесь я сейчас соединю пару листиков с двух сторон, просто прикрепляю так, как мне нужно, в каком положении, и также подкручиваю тейп-лентой. Беру поменьше. Так, прикладываю и подкручиваю. Угу. Так, раз присоединился листочек. Ну, еще, наверное, маленький возьму, такой, чуть пониже. Пусть смотрит в другую сторону. Все, вы на самом деле можете присоединять сколько угодно листочков. Здесь уже все зависит от того, какая у вас задумка. Мне пока здесь хватит. Вот таким образом у меня выглядит эта веточка.